Добрый день, дорогие подписчики. Буквально сегодня мне позвонил мой старый клиент, который не видел меня лет 11-12. И рассказал, что произошло после того, как он сделал приворот. И что произошло дальше. Это, наверное, мораль для многих людей, потому что большинство людей не думают, что будет после. Большинство людей думают, вот я сейчас, эта женщина на всю жизнь, этот мужчина на всю жизнь, вот я его сейчас приворожу и буду с ним всю жизнь жить. Но, к сожалению, в большинстве случаев происходит не так. Мужчины, которые привораживают, или женщины, которые привораживают, они влюбляются и уходят от тех людей, которых привораживали, и в итоге получают такую ответку. Я вкратце расскажу историю. Где-то 11 лет назад ко мне обратился достаточно молодой парень, ему было 25 лет. Он влюбился в девушку, года на 3-4 старше себя. Как в принципе это нормально, там, в 25 лет. Пожив год, девушка сказала «до свидания» парню. Парень не смог это пережить морально, что она ушла к другому мужчине, и обратился ко мне. Тогда и я достаточно молодой был, то есть 11 лет назад. Ну да, это вот. И он приворожил. Я предупреждал этого человека, что он должен, что он не должен бросать того человека, который привораживает. Он говорит: все, это любовь всей моей жизни, я ее люблю, все дела. Вот. После приворота он прожил с этой девушкой год. Я уже не знаю дальше, потому что, я узнал буквально сегодня, что происходило дальше. То есть он жил с этой девушкой, потом решил, что он ее не любит, влюбился в другую и бросил эту девушку. Влюбился в ту девушку, женился на другой девушке. Вот. И почти 5 лет та девушка, которую он приворожил, портила жизнь ему и его жене. У них родился ребенок, она постоянно отбивала пороги, ходила: вернись, любимый, пыталась общаться с его женой, резала вены у двери, что только не делала. Вот. В итоге жене это все надоело, и она просто-напросто попрощалась, хотя уже у них был ребенок, да, грубо говоря. Он любил эту девушку, эту жену, да, но в итоге из-за того, что он приворожил эту девушку, он лишился семьи. Вот. Прошло еще года 3 или 4, он был один, и он опять встречает любовь. Прям любовь всей своей жизни, начинает с ней жить, как он говорит, любовь всей его жизни. И все у них полгода хорошо, все отлично, пока не появляется та же девушка, прошло уже 10 или 11 лет, та же девушка в дверях у его новой девушки, которую он любит, как он говорит, больше жизни. И начинает говорить всякие гадости, рассказывать всякое говно про него. Также говоря про то, что он, как девушка может рассказать другой девушке все что угодно, чтобы та... В итоге та девушка, с которой он сейчас, хотя у них была дикая любовь, расстается с ним и говорит: все, эта женщина за тобой следовала 10 лет, значит, ты что-то очень плохое сделал. Вот, раз она до сих пор уже, ты развелся с женой со своей, теперь она пришла ко мне и не собирается свою затею бросать и дальше будет к нам приходить. Значит, ты не очень хороший человек. И она берет и расстается с ним. И сейчас он мне звонит и говорит:
Блин, я так ее люблю, я не понимаю, в чем дело, почему, блядь, вот эта женщина, которая приворожила, за мной бегает. Я говорю, а ты что, не помнишь, что я тебе говорил, что приворот делается на всю жизнь? Ну, как бы, он, да, я забыл. То есть человек отнесся к тому, что я говорил, совершенно, ну, как бы, ну, да, я просто хочу и все, вот и все. А в итоге он потерял жену, потерял сейчас любимого человека. То есть он, вот возмездие, да, вот возмездие за то, что вы привораживаете и не думаете о том, что вы делаете. Не понимаете, что за того человека, которого приворожили, если все получится, он от вас не отстанет. Если вы полюбите другого человека, он будет преследовать вас, либо пытаться вернуть, либо пытаться повеситься, либо умереть при вас, причем всю вашу жизнь. И это и есть, в принципе, обратка, да, если ты, грубо говоря, пришел, сделал приворот, у тебя получился результат, будь добр, живи с этим человеком, уже обратного пути нету. Ты изначально, когда приходил, ты знал, на что шел. Ну, как бы, вот тебе и результат. Так что мы все делаем ошибки, но это кардинальные ошибки. Эта ошибка может изменить всю вашу жизнь и либо испортить всю вашу жизнь, либо сделать счастливыми. И только вы должны знать, нужно оно вам или нет. И нужно настолько, и готовы ли вы, несмотря ни на что, через 5, через 10 лет прожить с этим человеком, даже если вы потеряете чувства. Всего хорошего. Думайте перед тем, как делаете. Всего хорошего, до свидания.